Привет, друзья! Меня зовут Настя, я очень рада видеть вас на своем канале. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Впереди будет много интересных видео, потому что я переезжаю с мужем за границу и буду показывать всем, кому интересна жизнь наших русских за границей, кому интересны распаковки продуктов, какие же цены в Великобритании, какие продукты можно интересные купить, попробовать, какие вообще там есть интересные места и все другое. Думаю, в Великобритании очень много интересных мест, поэтому кому будет интересна эта тема, обязательно подпишитесь, чтобы не потерять мою ссылочку. И давайте приступим к эстафете. Эстафету мне передала прекрасная девушка Наталья. Эта прекрасная девушка живет в Италии, в Риме. Она показывает про то, как она правильно питается, рецепты, похудения, тренировки, прогулки по городу и многое другое. И давайте начнем с вопросов. У меня тут есть помощник, блокнот, потому что я все вопросы не запомнила, поэтому немножко себе решила записать. И первый вопрос будет: кто вы по профессии? Кто еще не знал, по профессии я бухгалтер. Я поступила в колледж в 14 лет, и через 6 дней мне исполнилось 15. Да, я поступила в колледж очень рано, после 9 класса, и на этом мое образование закончилось. Я не имею высшего образования, я не поступала в высшие учебные учреждения, да, в университет или в институт. Поэтому у меня только среднее специальное. Но по профессии я никогда не работала, мне не нравится моя профессия. В принципе, на момент поступления мне было 14-15 лет, и я думаю, что это не тот возраст, когда ты осознанно понимаешь, куда ты хочешь устроиться, кем ты хочешь работать всю жизнь. Да даже сейчас мне 27, и я не знаю до сих пор, кем я хочу быть и чем я хочу заниматься. Я в поисках себя все это время, всю свою жизнь я в поисках, и на самом деле это очень, ну не то чтобы больная тема для меня, но активная в моей голове, потому что я всегда думаю, чем мне заниматься, чем я хочу заниматься в будущем, потому что я тот человек, который не может заниматься какой-либо работой, если у меня к этому не лежит душа и если мне этого не хочется делать. Потому что после того, как я закончила колледж, я начала искать работу. Я работала кассиром в супермаркете, который сейчас напротив меня, напротив моего дома. Я работала там в 2012 году, всего лишь 3 месяца, но мне было достаточно для того, чтобы понять, что это не мое. И в принципе не то, чтобы работа кассиром не мое, а в принципе то, что по жизни я не хочу больше работать на дядю или тетю, на кого-либо, потому что вот этот вот график, когда ты должен прям работать с утра до вечера в определенные рамки, время, я более такой творческий человек, что ли, свободу люблю, я не могу под кого-то подстраиваться, и, допустим, если я не хочу утром рано просыпаться, а мне надо, и, знаете, вот такое внутреннее... Ну, я думаю, вы сами понимаете, какие ощущения внутри души, да, когда ты не хочешь что-то делать, а тебе это нужно делать. И именно это у меня было на те моменты, когда я работала, поэтому я для себя решила, что больше не хочу свою жизнь связывать с наемной работой, и пыталась найти какое-либо занятие, какую-либо работу, чтобы мне приносило это и удовольствие, и деньги. И если уже раз я начала говорить на эту тему, скажу, что за все свое время после того, как я уволилась с этой работы, я пробовала себя в роли продавца. Я продавала секонд-хенд, закупала оптом, продавала. Также я продавала новые вещи. Все-таки это тоже не очень мое, потому что, возможно, и мое, но просто в тот момент, несколько лет назад, это было в 2016 году, знаете, тот самый момент, когда ты весь горишь своим делом, своим занятием, закупаешь вот товар, да, продаешь, выставляешь его на страничку, общаешься с клиентами, и мне, правда, это приносило удовольствие, и мне это очень нравилось, и было, знаете, честно говоря, если признаться, я даже немного недоуделяла время своему сыну, потому что я уделяла время именно работе, тот момент, когда нужно было общаться с клиентами, нужно замерять было, допустим, женская одежда или детская, нужно было замерить ширину, длину, то есть, да, все замеры, чтобы человеку это подошло, и вместо того, чтобы там
пойти приготовить покушать, я уделяла время вот таким вот моментам. Ну, мне было очень интересно, я горела этим. И как раз, когда у меня закончилась вся партия вот той одежды, которую я закупила, я решила закупиться еще больше, вложила, ну, на тот момент это были огромные для меня деньги, и как раз оно не пошло. Вот просто не пошло, я ничего не продала из того, что купила, или, ну, очень маленькие были продажи, точно не помню. И до сих пор эти все вещи, эта вся одежда лежит у меня вот в комнате у сына, поэтому вот такой был у меня опыт. Также я пробовала себя в роли инвестора, если так можно, так это круто вообще так себя называть, потому что я влаживала деньги в хайпы. Это были, ну, знаете, в простонародье это пирамиды, когда ты вкладываешь деньги, получаешь огромные проценты, и в любой момент эта пирамида может, как бы, да, ну, тот человек, который ее создал, может удалить тот сайт, и твои денежки пропали. Но, да, у меня так и случилось, я потеряла $800, или даже больше, это только в одном проекте $800. На тот момент, 5 лет назад, это было, вот для меня $800 на тот момент было прям, знаете, как миллион, что ли, потому что это очень огромные деньги были. Но благодаря, опять же, этой пирамиде и хайпу я купила себе ноутбук, я жила одна тогда с ребенком, купила ноутбук, купила телефон, на тот момент он был очень крутым. Потом я, в принципе, жила и существовала, я переезжала с города в город, я жила одна, обеспечивала квартиру, поэтому я все равно благодарна всем моим опытам, которые были у меня в жизни, и я всегда пробую что-то новое, всегда, не знаю, знаете, что-то понравилось, я начала пробовать, что-то понравилось, начала пробовать, создавала сайты, обучалась на курсах, хотела рисовать, не в плане рисунки, а арты, такие вот по фотографии. Да много чего я пробовала, но не нашла себя пока ни в чем. Либо же, возможно, из-за, опять же, моего перфекционизма какого-то, или возможно, лени, или недостаточно уделяла внимания этому хобби, да, чему-то новому, что я начинала, и не доводила до конца, таким образом я не могла понять до конца, мое это или нет. Так, что-то я очень долго отвечаю на первый вопрос, давайте приступим ко второму. Второй вопрос, есть ли у вас дети? Я думаю, вы все прекрасно знаете, у меня есть прекрасный сынок, его зовут Андрей, ему практически 8 лет будет летом. И я родила его в 19 лет, очень рано, но я об этом не жалею, и если так должно было случиться, значит так должно было случиться. И вообще, на самом деле, несмотря на мой юный возраст на тот момент, я желала этого ребенка, и я даже прекрасно помню все даты, начиная от зачатия, заканчивая, когда появятся 2 полоски на тесте, то есть вот полностью всю информацию, поэтому мой ребенок был запланированным. Третий вопрос, строите ли вы что-то или перестраиваете? Ой, я думаю, что те люди, которые смотрели мои видео, те знают, что я начала была делать, ну, так называемый ремонт сама, дешевый в моей комнате, но он так и не дошел до того результата, который я себе планировала, и до сих пор все осталось на этапе ремонта. И все так же одна стена у меня поклеенная обоями, вторая еще нет. Вот жду мужа, когда он мне наконец-то поможет, потому что сама я уже не справляюсь. А вообще я поняла, что это не мое, и больше никогда я не захочу что-либо перестраивать, переклеивать. И если вдруг когда-то в жизни понадобится что-либо перестраивать, я точно не буду это делать своими руками. Разве если вдруг что-то там покрасить, и то нет, проще заплатить, люди пришли, сделали, и ты не видишь этого бардака, не тратишь на это свое время и не делаешь то, что ты не хочешь, вот. Поэтому больше за ремонт я не возьмусь. Что для вас весна? Весна для меня это, наверное, начало чего-то нового, вот как цветочки, деревья, да, просыпаются, растут. Наверное, для меня весна точно такой же период, когда наконец-то после зимы время для начала чего-нибудь нового. Хочется делать что-то, то, что ты не делал, да, очень давно, например, как девочки начинают худеть, подготовка к лету. Если кто живет там у себя в частном доме, начинаются какие-то домашние работы, покраски, обрезка деревьев, подготовка к чему-то, да, вот.
как медведи после зимней спячки, да, все просыпаются, начинают более активничать, выходить на улицы и планировать что-то, да, вот как второй такой мини-Новый год, да, начинается новый период и начинаются новые задачи. Любите ли вы весенние цветы? Да, я люблю весенние цветы, если брать конкретно весенние, то я люблю тюльпаны, потому что для меня тюльпаны это цветы, которые, знаете, символизируют весну. Они бывают только весной, хотя, возможно, и зимой, но мне никогда не дарили тюльпаны в такой холодный период, поэтому я не знаю. Вот. А так, в принципе, я люблю все цветы, главное, чтобы они были подарены с душой, а не потому что так надо, потому что праздник, потому что. Вот так вот. Есть ли у вас машина и какая? Нет, машины у меня нет, и, наверное, будет попозже, потому что сейчас у нас совсем другие задачи и моменты. Сейчас самое главное нам переехать, про машины я вообще не думаю, а если и будем когда-то брать, покупать, то я даже не знаю, какая мне нравится, потому что раньше мне нравилась Mazda 6 красного цвета, и я очень балдела от нее, но сейчас она для меня как-то устарела, что ли. И вы знаете, когда я была в большом городе, я видела, что вот проехала, да, машина, и она мне понравилась, но я не знаю, какая именно марка. Я думаю, что это Audi, но какая именно модель, не знаю. Какое у вас хобби? Хобби? Начнем с того, что я люблю собирать книги, в плане покупать разные книги на тему психологии, развития, саморазвития, отношения между мужчиной и женщиной, все эти моменты, вот отношения с ребенком. Да, я люблю их тоже читать, но когда я, бывает, начинаю читать книгу, я очень сильно увлекаюсь, я могу прочитать за день много страниц, ну, много для меня это 30, наверное, или 50 максимум. И потом через день или на следующий день я почему-то не читаю, не возвращаюсь, и я забываю то, о чем я читала, и в итоге, когда я долго не беру книгу в руки, я просто забываю напрочь о том, о чем я читала, и мне не хочется продолжать дальше, и не хочется опять начинать с самого начала. И такой, получается, замкнутый круг. Вот, поэтому я думаю, может быть, устроить какой-нибудь читательный челлендж, что ли, и, не знаю, отчитываться вам, вот есть, да, марафоны похудения, у меня будет марафон чтения, да, я должна там поставить цели, сколько я прочитаю за день, сколько должна читать, и следовать этому вот плану, потому что по-другому никак, да, наверное, когда ты ставишь какую-то себе цель и говоришь это на публику, это больше тебя мотивирует, чтобы не слиться, да, не сдаться, потому что все равно придет время, когда нужно будет подвести итоги, сделать отчет. Также у меня хобби петь караоке, я не скажу, что я крутой певец или вокалист, но когда я была маленькая, я выступала в школе, я уже где-то в каком-то видео это говорила. Что-то опять с моей камерой, господи, не с камерой, а с лампой. Я люблю петь в караоке, пою я дома. Раньше я выступала везде, там на каких-то концертах школьных или в клубе в нашем местном, в деревне. А после того, как мне исполнилось где-то 12-13 лет, я перестала это делать и пою лишь только дома. Что думаете о коронавирусе и вакцинации? Я бы предпочла вообще не отвечать на этот вопрос, но я вообще ничего не думаю, я верю в коронавирус, верю, что он существует так же, как и другие болезни, но, как вам сказать, я очень такой мнительный человек, мне вообще нельзя смотреть какие-либо новости про корону, да не только, я в принципе уже новости давно не смотрю, единственное, попадаются мне новости, когда захожу там в браузер и там вот выскакивают разные автоматические новости, и как бы, да, глаз их видит и читает. А так я не люблю смотреть, потому что я очень тяжело перенесла морально, как бы это странно ни звучало, смерть одного известного блогера, на меня это очень сильно повлияло, потому что я наблюдала за этим мужчиной, он молодой, красивый, было 3 детишек, ну, то есть есть, да, 3 детишек, он занимался спортом, и я наблюдала за ним, наблюдала за их семьей. Его жена тоже блогер, очень известная, София Стажук, я думаю, все ее знают, по крайней мере, большинство. И меня очень впечатлило, возможно, для кого-то это будет открытие, вообще странность, но я не знаю, я не могу это объяснить, почему так.
я просто говорю вот то, что у меня было, и я очень сильно близко это приняла. Не могу представить, что пережила Соня, но она даже об этом не знает меня, не знает, что я чувствую, но я не знаю даже почему, не могу, правда, подобрать слов. Я очень морально тяжело было перенести этот уход человека, потому что вот буквально вчера, допустим, да, приведу пример. Вчера я его смотрела, было все хорошо, он был радостным, он был в Турции, все было отлично. Когда он вернулся в Киев, он узнал, что он болен вирусом, и через несколько дней его просто не стало. И я очень сильно переживала, и до сих пор бывают тяжелые моменты, когда, казалось бы, чужой человек, но он ушел. И я не знаю, вот только сегодня я его смотрела, а завтра говорят, что его больше нет. И, возможно, какие-то триггеры в моей голове сработали, или, я не знаю, что-то сработало в моем подсознании, я очень сильно восприняла этот уход человека. И на меня это вот эти все новости плохие, они очень сильно на меня влияют. Ну, просто невозможно. Извините, я, наверное, буду записывать уже вот так, потому что просто я не знаю, что с моей лампой. Вот эти вот все болезни, когда я читаю, и особенно похожие симптомы, начинаю примерять их на себя и очень сильно потом бояться. И бывает, что-то даже проявляется, но я это списываю на психосоматику, потому что это тоже на меня очень сильно влияет. И я считаю, что наши эмоции, которые мы сдерживаем, которые мы не высказываем, они все переходят, да, вот на организм, на наше тело, и уже тело нам подсказывает, что что-то вот здесь не так, да. И я как-то уже проверяла свои симптомы, да, с психосоматикой, и это действительно было правдой. Насчет вакцинации скажу так, что я не буду делать вакцину. Муж говорит, что будет делать, он в это верит в ее действие, тем более он будет делать вакцину оксфордскую, он доверяет, да, английской из Оксфорда, поэтому, или Кембридж, или Оксфорд, я не помню, какой он говорил, и будет делать. Я против, делать не буду, то есть это вообще не мое. Мне хватило, я в одном видео сказала, что мне хватило прививки, как сыну сделали в прошлом году, или уже, получается, позапрошлом году прививку в ручку, и ее разнесло очень сильно, была температура высокая, и да не только после этого, но и в принципе не любила никогда прививки, мы их делали сыну, но, знаете, так, лишь бы с какой-то опаской, и я очень сильно этого боюсь, делать точно не буду. Как поддерживаете себя в трудной ситуации? Даже не знаю, как быстро ответить на этот вопрос. Я, в принципе, оптимистичный человек, я всегда стараюсь оптимистично смотреть на жизнь, всегда воспринимать ситуации, что вот для чего-то она была нужна, эта ситуация, значит, это какой-то урок, я, возможно, не прошла, поэтому мне он дан еще раз для того, чтобы я поняла какую-то ситуацию, чаще всего это так и есть. Когда и нет вот внутренней такой энергии, гармонии с самим собой, то и ситуация по-другому воспринимается. Но все-таки в моментах, когда действительно тяжело, я даю себе прожить эти эмоции, я не забиваю их внутри где-то, да, не держу их в себе, я стараюсь их прожить, даже если мне хочется полениться, ничего не делать, самопокопаться в себе, то я разрешаю себе эти эмоции, эти действия, или как сказать, да, и через некоторое время я прихожу в себя, потому что я не вижу смысла сдерживать эти эмоции, держать в себе и пытаться их забыть или как-то говорить, что все будет хорошо, на самом деле внутри какашка. Я думаю, что это неправильно. И следующий вопрос, последний, как начала вести YouTube канал. Кто знает или не знает, я начала вести канал еще в 2017 году, было видео, я оставлю ссылочку, про то, как я начинала вести канал самый-самый первый раз в 2017 году. Если говорить про то время, я начала вести YouTube канал спонтанно, 9 мая 2017 года, помню, как сейчас этот день. Я сделала это спонтанно, вообще просто спонтанно, я очень сильно этого боялась, правду говорю, но я это делала, я вообще человек такой, что если боится, но что-то хочет, то делает, не всегда, но делает, вот, и в тот момент это тоже было все спонтанно, кажется, мое первое видео было про какие-то там лаки для ногтей с Алиэкспресс,
вот. И вообще, для чего я его создавала? Для того, чтобы побороть страх камеры, для того, чтобы научиться правильно выражать свои мысли, для того, чтобы тренировать свою интонацию, да, свою разговорную речь, чтобы улучшать ее, не бояться общаться на камеру с людьми. Моя цель это... Я вот чувствую в себе, что во мне есть вот эта вот какая-то жилка спикерства, так сказать. Я чувствую внутри, что я... Не знаю, опять же, почему, не могу объяснить, но почему-то вот внутри, вот здесь вот, прям, знаете, выпрыгивает, не могу вам это вот... Не знаю, давайте руку свою, почувствуйте, попробуйте. Чувствую, что я чем-то могу быть полезной людям, что меня могут слушать, что меня могут воспринимать как авторитет, что я классный спикер, что я могу классно доносить информацию. На самом деле я себя таковой не ощущаю, по крайней мере, на данный момент, но вот внутри ощущения, по крайней мере, на будущее есть. И я пытаюсь это в себе раскрыть, именно поэтому я уже очень долгое время работаю над улучшением своего качества жизни и пытаюсь всегда улучшать свои навыки, проявлять себя, проявлять и доставать, вот познавать себя, проявлять свое нутро, то, какой ты есть на самом деле, да, просто это очень такая сложная тема, многие моменты идут у нас из детства, и возможно, то, какими мы могли бы быть, нас в детстве подавили своими поступками, словами родители, окружающие, школа также, в школе нас точно не учат быть самостоятельными, быть уверенными в себе, в своих действиях и многое другое. Да не только в школе, в принципе, и многие родители сами в себе не уверены, они не прошли свои какие-то жизненные уроки, но они учат своих детей или показывают своим примером, и дети берут с них, да, потому что родители это авторитет для детей, да, и мы неосознанно на подсознательном уровне берем вот эти вот все моменты от родителей, и очень часто мы хотим быть уверенными в себе, но на самом деле мы зажаты. Все идет с детства, и это нужно прорабатывать, то, чем я занимаюсь как раз-таки сейчас. Я вижу себя в будущем очень уверенной, классной, харизматичной. Вообще, наверное, отошла от темы, но я не знаю, такой поток у меня пошел. В общем, я хочу сказать, что для этого я и создавала YouTube-канал, чтобы познавать себя, чтобы научиться общаться со зрителем, с людьми. И еще моя цель это выступать на сцене, не бояться людей, не бояться ошибиться, потому что перфекционизм, он все-таки присутствует в моей жизни, не знаю, откуда он взялся. Я думаю, что это по отцовской линии. Хочу проработать себя до того состояния, когда быть свободной птицей, легкой, уверенной в себе девушкой и грациозной, а не крошкой, картошкой, грацией кошки, как там, да, с виду картошка, или как там, да, фраза, ну, в общем, вы поняли. Вот, а второй свой вот этот вот канал я начала перед Новым годом, я решила снова вернуться на YouTube, очень давно не снимала, и для чего я создала свой канал в этот раз, да, после долгого отсутствия. Я задала себе такую цель на Новый год найти в этом году свое окружение, с которым мне будет интересно, с которым у нас будут общие интересы, то, чем мы будем заниматься вместе, с какими-то схожими мыслями, ценностями жизненными. В общем, чтобы можно было и подурачиться, как вы видели меня в прошлых видео, и пообщаться на серьезные темы, и вместе развиваться, как-то друг друга поддерживать. Я хочу обрести себе настоящих друзей. И благодаря YouTube, я думаю, что со многими из вас я познакомилась, мне очень приятно узнавать у вас больше. С некоторыми мы сдружились чуть больше, чем с другими, и я этому очень сильно рада. Я думаю, что мои цели, то, что я себе загадала на Новый год, обязательно сбудется. И
В общем, все будет классно. Хочу передать свою эстафету каналу Мама Марселя. Это Аня, прекрасная девушка, молодая девушка, она работает учителем английского языка, снимает о жизни, снимает мукбанки, очень интересная личность, и мне будет интересно послушать ответы и от тебя на эту эстафету. Также хочу передать эстафету каналу влог Аня Вербицкая. Это замечательная девушка, красивая, живет в Бельгии, снимает видео на тему, как можно себя красиво одеть в разных брендовых магазинах. У нее очень классное качество видео, и у нее классный стиль, она может подобрать какую-то вещь, которая подходит друг под друга, да, и показывает это в своем блоге. Также она воспитывает прекрасную дочку, она показывает о своей жизни, снимает влоги и прогулки по Бельгии. На самом деле, когда я смотрела, кому же я могу ее передать, тем людям, которым я хотела ее передать, уже давно записали видео на эту тему, и я думала, кому же все-таки передать эту эстафету. Очень благодарна вам за просмотр этого видео, за вашу поддержку, за то, что вы меня смотрите, комментируете, мне очень сильно приятно. Была рада рассказать вам немножко о себе. Я надеюсь на то, что вы узнали немножко больше обо мне, потому что мне почему-то показалось, что я в своем блоге, да, на своем канале показала себя как такую веселую, озорную девчонку, которая вечно ржет, вся такая... Но на самом деле это не так, я бываю разная, я бываю очень серьезная, я бываю милая, я бываю и очень веселой, задорной, я бываю и уверенной в себе в какой-то момент, и бываю очень неуверенной, с низкой самооценкой. И я бываю очень разной, поэтому мне хочется, чтобы вы узнавали обо мне немножко больше, а не видели во мне лишь только озорную девчонку такой, ёптём. Вот. Поэтому давайте дружить. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Думаю, вам будет очень интересно смотреть видео с Великобритании. Там я буду показывать вам разные моменты, как мы будем переезжать, как мы будем обустраиваться. Буду показывать наши покупки в магазинах, сколько что стоит, какие продукты продаются. Будем даже с вами пробовать разные интересные вкусности, разные продукты, странные искать или не странные, и будем это все пробовать. В общем, буду выходить к вам почаще в прямой эфир, и моя цель, чтобы вас становилось было все больше и больше, и я хочу найти и создать себе такой, знаете, клан тех людей, с которым нам будет интересно друг с другом, и, возможно, в будущем мы сможем с вами собраться где-то в прекрасном месте, в прекрасной стране и пообщаться вживую. Мне очень было приятно рассказать вам о себе. Спасибо за просмотр еще раз. Всем пока-пока.